Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале Рецепты вкусной кухни. Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. Сегодня делюсь с вами очень вкусным рецептом вишневого пирога. Рецепт пирога проще простого. Начнем готовить. В глубокую миску отправляем 130 грамм сливочного масла. Масло я использую комнатной температуры. На средней скорости взбиваем масло миксером до однородности. В масло добавляем пакетик ванильного сахара. И постепенно добавляем 150 грамм сахара. Взбиваем масло и сахар до того момента, пока не образуется густая вязкая масса. Масло с сахаром смешали. Теперь постепенно к ним вводим 4 куриных яйца. И взбиваем яйца на больших оборотах примерно полминуты. Масло, сахар, яйца смешали до однородности. Теперь возьмем 250 грамм пшеничной муки. В муку добавляем 1/2 часть пакетика разрыхлителя. Также добавляем 130 грамм молотых лесных орехов. Вы можете использовать молотый миндаль. Хорошо смешиваем все ингредиенты между собой. Молотые орехи придадут пирогу приятную ореховую структуру. Постепенно в 3 этапа всыпаем муку к жидким ингредиентам и хорошенечко их соединяем между собой. Друзья, конечно же, тесто можно приготовить в кухонном комбайне. Это намного упростит весь процесс приготовления теста. Тесто смешали до однородности. Вот такое вот красивое мягкое тесто получается. Теперь тесто перекладываем на противень для запекания, смазанный сливочным маслом. Глубина противня для запекания должна быть не меньше, чем 4 сантиметра. Я использую противень, внутренняя длина которого 38 сантиметров, а ширина 30 сантиметров. Сверху тесто посыпаем молотыми лесными орехами. Но если вы для приготовления теста использовали молотый миндаль, посыпайте тесто сверху молотым миндалем. Сверху на тесто выкладываем 350 грамм консервированной вишни. Вишню я заранее откинул на друшлаг, для того, чтобы тек весь лишний сок. Вишню равномерно распределили по всей поверхности теста. Теперь к 150 граммам муки отправляем 100 грамм сахара, пакетик ванильного сахара и 100 грамм мягкого сливочного масла. И все ингредиенты руками перетираем в крошку. Друзья, из этой крошки можно приготовить очень вкусный пирог, который называется крамбл. Рецепт яблочного крамбла есть у меня на канале, ссылку на который я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Теперь полученную крошку посыпаем сверху на вишню. Распределяем ее равномерно по всему листу противня. Отправляем пирог в заранее разогретую духовку до 175 градусов вверх-вниз на 40-45 минут. Друзья, через 45 минут вкусный ароматный пирог с вишней готов. Даем пирогу полностью остыть. Остывший пирог нарезаем. Друзья, вот такой вот пирог получается внутри. Тесто внутри имеет ореховую структуру. Если вам понравился этот вкусный и простой рецепт пирога с вишней, переходите в мой плейлист «Рецепты и выпечка». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забудьте подписаться на канал.